Любая медитация возможна только при одном ключевом условии – это состояние расслабления. Без способности расслабиться физически и ментально невозможно достичь глубокого медитативного состояния. Именно поэтому многие практики начинаются с упражнений на расслабление тела и успокоение ума. Практика обратного отсчета является мощным инструментом, который помогает контролировать свой ум и гармонизировать работу правого и левого полушарий головного мозга. Этот метод создает благоприятные условия для вхождения в медитацию. Когда вы медленно отсчитываете числа в обратном порядке, ваш ум сосредотачивается на конкретной задаче, отвлекаясь от хаотичных мыслей и внешних раздражителей. Это помогает успокоить активность мозга и подготовить его к более глубокому медитативному состоянию. После достижения состояния расслабления и сосредоточения чрезвычайно важно определить цель медитации. Бесцельное блуждание по закоулкам сознания может принести больше вреда, чем пользы. Хаотичные мысли и образы, возникающие без конкретного направления, могут привести к дезориентации или даже посилить тревогу. Поэтому каждая медитация должна иметь конкретную цель. Цель медитации – это то, чего вы хотите достичь через свою практику. Это может быть уменьшение стресса, улучшение концентрации, развитие эмоциональной устойчивости или духовный рост. Четко определенная цель служит компасом, который направляет ваше внимание и энергию в нужное русло. Она помогает структурировать вашу практику и оценивать ее эффективность. Например, если ваша цель – уменьшение тревоги, вы можете сосредоточиться на техниках, которые способствуют расслаблению и успокоению ума. Если же ваша цель – повышение концентрации, вы можете выбрать практики, которые тренируют фокусировку внимания. После определения цели важно выбрать соответствующее содержание медитации, то, на чем вы будете сосредотачивать свое внимание. Это может быть дыхание, телесные ощущения или визуальный объект. Выбор содержания часто зависит от вашей цели и личных предпочтений. Например, если вы хотите улучшить осознанность тела, вы можете сосредоточиться на телесных ощущениях. Если же ваша цель – успокоить ум, фокусировка на дыхании может быть особенно эффективной. И, наконец, метод или техника медитации – это способ, которым вы работаете со смыслом для достижения своей цели. Это может быть простое наблюдение, активная концентрация, визуализация или рефлексия. Выбор метода зависит от вашей цели, содержания медитации и личных склонностей. Например, если ваша цель – развитие беспристрастности, а содержание мысли и эмоции, вы можете использовать метод простого наблюдения, отмечая свои мысли и чувства без оценки или реакции. Если же ваша цель – глубокая концентрация, а содержание – визуальный объект, вы можете применить метод интенсивной фокусировки внимания на этом объекте. Например, если ваша цель – развитие беспристрастности, а содержание мысли и эмоции, вы можете использовать метод простого наблюдения, отмечая свои мысли и чувства без оценки или реакции. Если же ваша цель – глубокая концентрация, а содержание – визуальный объект, вы можете применить метод интенсивной фокусировки внимания на этом объекте. Медитация – это мощная практика, которая помогает достичь внутреннего покоя, концентрации, ясности ума и более глубокого понимания себя. Но прежде чем мы погрузимся в мир медитации, важно понять, что любая медитация возможна только при одном ключевом условии. Это состояние расслабления. Без способности расслабить тело и успокоить ум, достижение глубокого медитативного состояния становится практически невозможным. Если вы только начинаете свой путь к медитации, отличным способом научиться расслабляться является практика обратного отсчета. Эта техника не только помогает контролировать свой ум, но и гармонизирует работу правого и левого полушарий головного мозга, создавая идеальные условия для вхождения в медитацию. Начните с того, что займите удобное положение и закройте глаза.
Теперь медленно начните отсчитывать в обратном порядке от 100 до 1. Синхронизируйте отсчет с дыханием. На вдохе мысленно произносите число, на выдохе делайте паузу. Когда вы освоите этот этап, попробуйте начать отсчет от 50, а впоследствии от 25, а потом от 5 до 1. Вы заметите, что с каждой практикой входите в состояние расслабления все быстрее и легче. Важно также создать якорь расслабления. Якорь – это слово или фраза, которая будет ассоциироваться у вас с состоянием глубокого покоя. Это может быть простое слово «расслабление» или «спокойствие». Когда вы достигнете глубокого состояния расслабления после отсчета, повторите это слово несколько раз мысленно. Со временем именно это слово будет вызывать состояние расслабления, даже без полного отсчета. Со временем вы сможете входить в нужное состояние, сказав себе вслух или мысленно эти слова якоря. Представьте, что вы находитесь в общественном месте. Или вы стоите перед вашими коллегами и готовы прочитать ваш доклад или сделать презентацию вашего проекта. Вам нужно войти в ваше ресурсное состояние. Вы даете команду своему мозгу – расслабление, и ваш мозг мгновенно гармонизирует свою работу, чтобы быть спокойным, расслабленным и сконцентрированным на той работе, которую нужно сделать. Вместо того, чтобы сосредотачиваться на волнении, ваш мозг спокойно может вовремя вспомнить важные детали вашей презентации. Или наоборот, вам нужна концентрация. Вы едете по магистрали. Автомобили сбоку, дорожные разметки перед глазами мерцают, погружая вас в гипнотическое состояние. С помощью команды на концентрацию «Я здесь и сейчас» вы возвращаетесь в состояние текущего момента. Таким образом, легко можно вывести себя из гипнотического состояния. Теперь, когда вы научились расслабляться, давайте рассмотрим 3 ключевых аспекта, которые присутствуют в любой медитативной практике. Цель, содержание и метод. Первый аспект – это цель или намерение медитации. Бесцельное блуждание по закоулкам сознания может принести больше вреда, чем пользы. Поэтому важно иметь конкретную цель. Это может быть уменьшение стресса, улучшение концентрации, развитие эмоциональной устойчивости или духовный рост. Ваша цель служит компасом, который направляет ваше внимание и энергию в нужное русло. Второй аспект – это содержание медитации, то есть то, на чем вы сосредотачиваете свое внимание. Это может быть ваше дыхание, телесные ощущения или визуальный объект. Выбор содержания часто зависит от вашей цели и личных предпочтений. Например, если ваша цель – улучшить осознанность тела, вы можете сосредоточиться на телесных ощущениях. Третий аспект – это метод или техника медитации. Это способ, которым вы работаете с содержанием для достижения своей цели. Основные методы включают простое наблюдение, активную концентрацию, визуализацию или рефлексию. Например, если ваша цель – развитие беспристрастности, а содержание мысли и эмоции, вы можете использовать метод простого наблюдения, отмечая свои мысли и чувства без оценки или реакции. Понимание и правильное применение этих 3 аспектов – цели, содержания и метода в сочетании с базовыми навыками расслабления через технику обратного отсчета может значительно повысить эффективность вашей медитативной практики. Помните, что медитация – это навык, который развивается со временем. Будьте терпеливы к себе, практикуйтесь регулярно, и вы непременно почувствуете положительные изменения в вашей жизни. С каждой практикой вы будете все глубже погружаться в мир медитации, открывая новые горизонты самопознания и внутреннего спокойствия. В сфере психологии и коучинга медитация стала мощным инструментом для достижения глубоких трансформаций и личностного роста. В нашей школе мы специализируемся на 2 основных типах медитаций – пассивных и активных. Каждый из этих типов имеет свои уникальные характеристики и цели, направленные на достижение конкретных результатов в работе с клиентами. Пассивные медитации
Это практики, которые не предусматривают активных физических действий. Они сосредоточены на внутренних процессах и ментальной работе. Эти медитации включают практики на расслабление. Такие медитации помогают снять напряжение и стресс, что в свою очередь способствует общему успокоению нервной системы. Также мы используем медитации на концентрацию, которые улучшают способность фокусироваться и развивают ментальную дисциплину. Важной частью пассивных медитаций являются визуализации. Они могут быть направлены как на планирование будущего, помогая создать четкий образ желаемого результата, так и на проработку прошлых травм, позволяя безопасно пересмотреть и переосмыслить травматический опыт. С другой стороны, активные медитации в нашей школе – это практики, которые предполагают интенсивное физическое движение. Они направлены на глубокую трансформацию на психоэмоциональном и физическом уровнях. Ключевая цель активных медитаций – это перезапись новой жизненной матрицы. Этот процесс помогает создать новые нейронные связи и способствует формированию новых поведенческих паттернов. Кроме того, активные медитации нацелены на освобождение души от психоэмоциональных травм прошлого. Они позволяют отпустить эмоциональный багаж и способствуют эмоциональному исцелению. Не менее важным аспектом является освобождение тела от психосоматических энергетических блоков. Эти практики помогают разблокировать замороженные в теле эмоции и способствуют физическому расслаблению и снятию напряжения. Выбор между пассивной и активной медитацией в нашей работе зависит от конкретных потребностей клиента, этапа терапевтического процесса и поставленных целей. Мы часто комбинируем оба типа медитаций для достижения оптимальных результатов. Например, в нашей практике мы используем метод, который называем телепатической регрессивной терапией. Это специфическая техника, которая сочетает элементы регрессивной терапии, работы с прошлым опытом и медитативных практик. В подготовке к такой сессии мы сначала применяем пассивную медитацию визуализации, где клиент представляет желаемый результат терапии. Параллельно мы используем активные дыхательные упражнения, которые помогают расслабить тело и снять физическое напряжение. По нашим наблюдениям, такая комбинация помогает клиентам лучше настроиться на терапевтический процесс и уменьшает внутреннее сопротивление изменениям. Пассивные медитации особенно эффективны для работы с тревожностью, улучшения концентрации и развития эмоциональной устойчивости. Они создают основу для более глубокой внутренней работы. Активные медитации, в свою очередь, помогают в работе с глубоко укоренившимися эмоциональными проблемами и для общего повышения жизненной энергии. Они часто позволяют достичь быстрых и ощутимых изменений в психоэмоциональном состоянии клиента. Важно понимать, что независимо от типа выбранной медитации, ключом к успеху является регулярная практика и профессиональное сопровождение специалиста. В нашей школе мы уделяем особое внимание индивидуальному подходу, адаптируя медитативные практики под конкретные потребности и цели каждого клиента. Использование этих двух типов медитаций в психологии и коучинге открывает новые возможности для личностного роста и трансформации. Они позволяют работать не только с поверхностными симптомами, но и достигать глубинных изменений в образе мышления и эмоциональном состоянии. Это делает медитацию мощным инструментом в руках профессионалов, способным значительно ускорить и углубить процесс терапии и личностного развития. Итак, пришло время посмотреть на тему медитации с высоты птичьего полета. Мы уже почти эксперты в этой теме. Итак, медитация – это мощная практика, которая может значительно улучшить нашу жизнь. Но чтобы получить максимальную пользу от медитации и сделать ее безопасной, важно понимать 3 ключевых столпа, на которых она базируется – цель, метод и содержание. Давайте рассмотрим каждый из них подробнее. Первый столб – это цель или намерение. Это фундамент, на котором строится вся ваша медитативная практика.
Прежде чем начать медитировать, спросите себя, чего я хочу достичь этой медитацией. Ваша цель может быть разной, от снижения стресса до улучшения концентрации, от развития эмоциональной устойчивости до духовного роста. Четко определенная цель помогает предотвратить бесцельное блуждание мыслями и направляет ваше внимание и энергию в нужное русло. Второй столб – это метод или техника. Это способ, которым вы работаете для достижения поставленной цели. Существует много разных методов медитации. Вы можете наблюдать за своим дыханием, сканировать свое тело, использовать визуализацию или повторять мантру. Выбор метода зависит от вашей цели, личных предпочтений и уровня опыта в медитации. Правильно выбранный метод обеспечивает эффективность практики и помогает избежать потенциальных рисков. Третий столб – это содержание или объект фокуса. Это то, на чем вы сосредотачиваете свое внимание во время медитации. Содержание может быть разным. Ваше дыхание, телесные ощущения, визуальный образ, звук или даже ваши мысли или эмоции. Содержание дает вашему уму конкретную точку опоры, помогая избежать рассеивания внимания. Выбор содержания должен соответствовать вашей цели и выбранному методу медитации. Эти три столпа тесно связаны между собой. Ваша цель определяет выбор метода и содержания. Метод, в свою очередь, определяет, как вы будете работать с содержанием. А содержание является инструментом, через который вы реализуете метод для достижения цели. Например, если ваша цель – снижение стресса, вы можете выбрать метод наблюдения за дыханием, фокусируясь на ощущениях вдоха и выдоха, как на содержании вашей медитации. Или, если ваша цель – развитие сострадания, вы можете использовать метод визуализации, представляя себе людей, которым вы желаете добра. Понимание и правильное применение этих трех столпов – цели, метода и содержания – является ключом к эффективной и безопасной медитативной практике. Они обеспечивают структуру и направление, позволяя вам получить максимальную пользу от медитации, избегая потенциальных рисков неструктурированной практики. Помните, что медитация – это навык, который развивается со временем. Экспериментируйте с различными целями, методами и содержанием, чтобы найти то, что лучше всего работает для вас. Со временем вы сможете тонко настраивать свою практику, делая ее все более эффективной и полезной для вашей жизни. Понимание и правильное применение этих трех столпов – цели, метода и содержания – является ключом к эффективной и безопасной медитативной практике. Они обеспечивают структуру и направление, позволяя вам получить максимальную пользу от медитации, избегая потенциальных рисков неструктурированной практики. Помните, что медитация – это навык, который развивается со временем. Экспериментируйте с различными целями, методами и содержанием, чтобы найти то, что лучше всего работает для вас. Со временем вы сможете тонко настраивать свою практику, делая ее все более эффективной и полезной для вашей жизни. Личная автономия в контексте медитации – это фундаментальный принцип, который обеспечивает свободу и независимость практикующего. Это понятие охватывает несколько важных аспектов. Прежде всего, это свобода выбора. Человек имеет полное право самостоятельно решать, практиковать ли медитацию, какую технику выбрать, как часто и как долго медитировать. Во время самой практики человек сохраняет полный контроль над своим сознанием и телом, имея возможность в любой момент прекратить медитацию. Важным элементом автономии является независимость от внешнего воздействия, что означает отсутствие давления или манипуляций со стороны инструкторов, групп или организаций относительно продолжения или изменения практики. Концепция информированного согласия также является ключевой. Человек должен иметь доступ к полной информации о практике, ее возможных последствиях и рисках, принимая решения на основе этого знания.
Право на критическое мышление позволяет задавать вопросы, выражать сомнения и не соглашаться с определенными аспектами практики. Наконец, сохранение личных ценностей означает, что практика не должна требовать отказа от собственных убеждений или ценностей. Таким образом, личная автономия в медитации гарантирует, что человек остается субъектом, а не объектом практики, сохраняя полный контроль над своим опытом и решениями.